Всем привет! В декабре прошлого года вы могли наткнуться в сети на вот такую вот фотографию. Это я и Марго Робби. Эта фотография разлетелась по пабликам и соцсетям и стала рекордсменом по количеству лайков в моем инстаграме. И в этом видео я решил приоткрыть завесу тайны и рассказать вам о том, как же так получилось, что простой белгородский парень встретился с голливудской суперзвездой. Марго, как вы помните, не единственная, с кем мне удалось познакомиться. Я также пообщался с Мэри Элизабет Уинстед и Гал Гадот, сразился на деревянных мечах с голливудским постановщиком боевых сцен Сиси Смифом, познакомился с блогерами из разных стран и посетил один из самых крутых комик-конов в мире. И все это благодаря студии Warner Bros., которая привезла меня на это мероприятие, ну и, собственно, подарила впечатление, которое я сейчас постараюсь передать вам. Так что присаживайтесь поудобнее, так как в этом видео мы с вами отправимся в Бразилию и узнаем, что из себя представляет пресс-тур от студии Warner Bros. Еду в Бразилию. Ну вот и наступил этот день, мы на Комик-Коне, приехали на Комик-Кон Сан-Паулу, одно из самых крутых вообще комик-конов, которые проходят в мире. Сейчас мы его увидим, посмотрим, посмотрите, насколько людей, позади меня все ребята, которые с нами приехали, все известные, все инфлюенсеры, все знаменитые блогеры, короче, я думаю, будет весело. Сейчас пойдем смотреть, что же есть на Комик-Коне. Вес Джонсон. Короче, идем смотреть. Сейчас будет куча контента от HBO, куча контента от Warner Bros. Среди нашей тусовки никто ни разу не был на бразильском комик-коне, и мы не знали, что нас ждет. Это заметно по нашей реакции. This looks awesome, right? This is so cool. Oh my god. Yeah, and all of this lights. I've never seen anything like this before. It's really crazy. Это вообще на самом деле какой-то совсем другой опыт, потому что этот комик-кон, он совмещен еще и со световым шоу. То есть здесь не просто стенды, а здесь стенды, которые подсвечены. Вы посмотрите, какой красотой. Это стенд Warner Bros. Бразильский комик-кон как карнавал. Повсюду яркие огни, люди в костюмах и атмосфера праздника. Стенд Ворнеров, наверное, был самым красивым и определенно самым большим стендом выставки. Чего там только не было. Какие-то ретро-танцы, макияж в стиле Харли Квинн, перед которым не устоял даже Вес, а также всевозможные экспонаты. Это настоящий костюм. Это самый настоящий костюм, который она носила на фильме. То есть это тот же самый костюм, поношенный. От него, наверное, даже пахнет Галь Гадот. Так как это был первый день, и мы все были уставшие после перелетов, мы были недолго. Но я, тем не менее, много чего успел. Я успел проиграть Мелине в игру «Накорми Скуби-Ду». Мы бросали игрушечные бургеры в голодные рты героев нового мультфильма. Я проиграл. Ну, главное, что проиграл. Я успел зайти в одну очень знаменитую школу. Угадайте, где я сейчас нахожусь. Напишите в комментариях, пока я не сказал. Это был Ривердейл. Здесь очень много косплееров, естественно, потому что это комик-кон, на всех комик-конах всегда полно косплееров. Вот, и наш чувак, который с нами постоянно ходит, он закосплеил Джуду из Боджека Хорсмена. И даже успел дать интервью бразильскому каналу Warner Bros. Мы зашли в стенд по сериалу «Друзья», который выглядел в точности как и знаменитое место встречи кафе Central Perks. Посидели на знаменитом диване, а потом почувствовали себя моей любимой героиней сериала – Фиби. What are you feeling like with this and your vision here? Oh my god! Yeah, so many cameras, so many people around. Главные места, в которые все хотят попасть, это вот такие вот тематические будки. Я не знаю, что внутри. Мы сейчас пойдем смотреть на хищных птиц. Вау! Это тематические
тематическая комната, посвященная хищным птицам, и я надел очки не потому, что я такой крутой в очках, а потому, что просто в них красиво отражаются неоновые, вот эти вот, короче, неоновый свет. Самая прикольная комната, потому что здесь все светится, все такое яркое, сочное, как я люблю, все в таком ретро-неоновом цвете. Смотрите, какая барная стойка. Определенно это будет в фильме, в трейлере, мне кажется, даже я уже видел такую комнатку. Ну, в смысле, не комнатку, бар. Ну что ж, наш первый день закончился, мы познакомились с панелями, все посмотрели, очень круто, прикольно. Завтра начнется самая движуха, будут актеры, будут что-то показывать интересное, что-то, короче, будет прям, ну, какая-то активность. Сейчас мы пока просто осмотрелись, посмотрели на все эти стенды. Хочется очень погулять, завтра будет у нас весь день, и послезавтра еще будет день. Мы будем гулять, смотреть другие стенды. В общем, покажу обязательно. Вечером мы поехали на ужин на крыше какого-то ресторана. Ели, пили, болтали и смотрели национальные бразильские танцы. В общем, было весело. День номер 2. Утро прошло, честно говоря, не очень, потому что я не смог позавтракать. В отеле еды не было нормальной, ну там как бы только мясо, я мясо не ем. И сейчас мы приехали в ресторан, в котором есть салат-бар, и я сейчас себе наберу, наконец-то поем. И самое, знаете, что смешное в этом ресторане, в том, что мы все пришли, ну, как бы тематических нарядах под Birds of Prey, хищные птицы, но я вот надел тоже единственную, как бы, футболку, которая у меня под тему, ну, как бы, Warner Brothers и DC. Вот, но у нас все девочки, здесь не видно на этом столе, но все девчонки в косплее Харли Квинн. И самое смешное, то, что в этом ресторане все в костюмах, все в рубашках, все в пиджаках, а мы как разодетые клоуны. Мы снова на Комик-Коне, сейчас идем на стенд HBO. Его подготовили, вчера он был не готов, сегодня он готов, и мы сейчас его посмотрим. Людей уже значительно больше, но, блин, в 3 раза точно. Смотрите, здесь уже все коридоры заполнены, людей полно, и это еще как бы не конец. Это не конец, не загустел, ведь в башке понимание холодец. Это не конец, не просолился осознание бурец. Просто сейчас все горит, повсюду просто толпы. Можно обратить внимание, сколько здесь всего, сколько здесь людей, косплееров. Короче, все в лучших традициях Комик-Кона. Мы подошли к будке HBO, можно увидеть здесь хранителей. И сейчас пойдем внутрь. Интересно, что внутри. Стенд HBO тоже был достаточно большим. Сначала мы зашли в зону сериала «Мир Дикого Запада», посмотрели на мотоциклы из 3-го сезона, а также на разные экспонаты. Ну и самое главное – оригинальные костюмы персонажей, которые носили актеры. Это костюмы из фильма, точнее сериала. Это оригинальные вещи, которые носили актеры. Вот это, например, платье. Ну и можно увидеть надпись «Made». Это очень круто. Интересно пощупать. Затем прошли через зону сериала «Хранители», в которой можно было скачать маску полицейского Тулсы и сфоткаться с отрядом во главе с Сестрой Ночи, а потом попали в зону сериала «Темные начала». Даже получил себе вот такую шикарную татуировку. Блин, косплееры здесь, конечно, смотрите, какая. Офигенные косплееры. Очень люблю косплееров вообще. Я на самом деле сам бы с удовольствием занимался косплеем, если бы это не было так сложно и так затратно. И я всегда уважал тех, кто, ну, прям вот входит в образ. Косплей forever. Идем дальше. Сейчас идем к Гарри Поттеру. У Гарри Поттера здесь не будка, а такой вот поезд. Короче, Хогвартс Экспресс стоит из стены. Ну, тоже миленько, тоже миленько. Музычка там еще играет клевая. Сейчас зайдем послушаем чуть поближе. Начинается самая клевая и самая ответственная часть. Сейчас только что вышли, короче, на сцену Марго Робби и Мэри Элизабет Уинстед. И там все просто чуть с ума не сошли. Было столько криков. Можно услышать. Сейчас они там сидят на диванчике.
Отсюда плохо видно просто. Ну, на экране можно их увидеть. Вот диванчик. Они просто дают интервью, о чем-то говорят, но люди просто сходят с ума. Как рок-концерт, только без рок-звезд, зато с кинозвездами. Но сейчас мы зайдем, увидим их поближе, нам покажут эксклюзивный отрывок фильма, может быть тизер или трейлер, я даже не знаю. Но у меня есть уже вот такой вот билетик. Сейчас я туда попаду. Марго Робби, жди. Заходим. Вот это шоу! Посмотрите на это! Так много людей, все в ожидании, в предвкушении. Сейчас на сцену выйдут актеры, сейчас нам покажут трейлер «Хищных птиц». Короче, это просто невероятное ощущение, впечатление, реально как будто на каком-то концерте. Сначала на сцену вышли косплееры Харли Квинн. Нам раздали надувные молотки Харли, и мы начали танцевать под диджейский сет. Но затем в огнях светового шоу нам показали трейлер, и поверьте, это было нереально круто. Гигантская толпа фанатов, которые кричали как болельщики на футбольном стадионе. Поэтому в какие-то моменты услышать что-то было практически невозможно. Потом на сцену вышли главные звезды фильма и его режиссер. I first pitched the project about 4 years ago, actually while we were still shooting Suicide Squad. We thought, wouldn't it be fun to tell a story from Harley's point of view so that the world can be tainted by her crazy perspective. And so our world is crazy and unpredictable and messy and fun and violent and just an insane ride, kind of as you would expect a day in the life of Harley Quinn to be. But it's really an origin story for the Birds of Prey. Они рассказали немного о производственном процессе, а затем показали начало фильма. Я описывал эти первые где-то 8 минут в нашем телеграме Катерпол и в моем личном инстаграме Катакрабс. В общем, световое шоу было очень крутым, но не таким крутым, как у Чудо-женщины. До него мы еще доберемся. Ну а потом мы поехали обратно в отель, который, кстати, очень похож на арбуз. Там меня ждал сюрприз. Та-дам! Здесь вот такой пакет с ништячками. Тут кепка Birds of Prey. Похоже, шлепки. Да. Блокнот Чудо-женщины. Смотрите, какой прикольный. Бита Харли Квинн. Футболка Comic-Con. CCXP. Цвет прикольный, зеленый с красным. Мне нравится, клевый. Еще она такая бархатная. Но самое главное, знаете, что нам подарили? Коктейль-мешалка, или как это правильно называется? Шейкер для коктейлей. Я не знаю, куда я его дену, куда я его положу. Кто вообще придумал дарить шейкер? Что? Ну и плюс бразильские ништяки, типа бразильский кофе, какая-то бразильская сладость, я даже не знаю, что такое гойябада. Если кто знает, что такое гойябада, я потому что без понятия. Ну и какие-то конфетки тоже бразильские. Конфетки. Все. На следующий день мы отправились в какой-то дорогой отель, в котором нам предстояло встретиться со звездами лично. Ну что ж, новый день, новые приключения. Сейчас мы в отеле, в котором заселились, собственно, звезды, ну, главные актрисы, короче, и режиссер фильма «Хищные птицы». И здесь у нас состоится с ними встреча. Сейчас покажу вам, кстати, отель, в котором все это происходит. Ну что ж, пойдемте покажу вам номер. Вот спальня, просто гигантского размера. Самое главное, это ванная с туалетом. А там гардероб, как будто отдельная комната. Пойдемте сейчас покажу вам, где мы будем встречать звезд, где мы с ними будем сидеть сейчас общаться. Was it a long day so far? It's been a pretty long day. It's fun though. I love it. But it was great yesterday at the panel. Like, Oh, the energy! Right, the energy was amazing. What is your first Comic-Con? It was okay. So we did the New York Comic Con. Yeah. We did a signing. We didn't do a panel. This was my first time doing a panel, and in Brazil, it was like, oh my goodness! Everyone warned us about the energy, but there's no way to prepare for that.
And then to watch the trailer, the new trailer for the first time. It was awesome. The canary cry. I know. I was like, they saw the cry. They saw the canary cry for the first time. It was cool. I saw it for the first time. My gosh. You know. Who's your favorite character? Duh. Is that even a question? Is that a question? Besides me. You know, I really have a girl crush on Huntress. Okay. Massive girl crush going on. I mean, look, Harley, of course. Everyone loves Harley. Nice to meet you. Easy. Yeah. But you've been to Comic-Con before, right? San Diego Comic-Con, and I've been So to you know New the York hype. Comic-Con. It's like San Diego unreal. I thought was like crazy, but Brazil like blew that out of the water. It was insane. Yeah. It was so It's- fun. The energy. Can I ask you to say the name of my channel? It's called Cut the Crap. Is that okay? Say it again. Cut the Crap. Cut the crap? Oh, I thought it was a Russian word. Cut the crap. No. I was like, Cut the crap. Actually, cut the crap. Yeah. yeah. Can we do it Say together? hi. Do you want me to say like hi, cut the crap? No, just Or just cut the crap. Yeah. Okay. Cut the crap. Мы режем киноленты. That's my tagline. I like it. What does it mean? It means we cut movies. Love it. Okay, cool. Movies, basically. I think the Brazilian fans have a certain enthusiasm. Yeah, I saw that They're yesterday. passionate, Like, very what? passionate, yeah, and they were screaming. I was trying to listen what's going on in the movie, but you know, Hear anything. So It's- crazy, It's yeah. like another level. We saw the trailer and he was just like, shh, I want to hear it, and everyone was just freaking out the whole time. это Мэри Элизабет Уинстед. Я в шоке. Can I ask you to say my channel's name? It's Cut the Crap. Cut the crap? Cut the Crap. Okay, yeah. okay. Yeah, and Just say it's that. like yeah, because every video I finish with one like tagline. Can you move out of the window because the light. Yeah. Can you come a little closer? Oh my god, I'm Just cut the crap. Okay. Cut the crap. Мы режем киноленты. And then can I take a selfie as well? Sure. Так и появились те самые фотки, которые я постил в сообществе. Ну а вечером мы приехали в бар. Там же рисовали уличные художники на кепках и зонтах. Вот это художники рисуют Birds of Prey на кепках. Сейчас будут рисовать. Тематические, видите, здесь и стена. И сейчас покажу диджея. Тут даже диджей Харли. Посмотрите, какой коктейль мы не сделали. Такой штучки болтающейся. И, кстати, все ингредиенты, которые в нем, они из реки Амазон. То есть практически все, что здесь в этом баре готовят, это из растений, из плодов, в общем, всего того, что произрастает на Амазонке. Надеюсь, пожары там потушат. Вяжет рот. Ну, вкусно. День номер 4. Мы приехали в Центр боевых искусств, единоборств, не знаю, как это правильно сказать. Короче, сейчас будем обучаться приемам Чудо-женщины из фильма «Чудо-женщина». Это ее тренер. Сначала мы размялись, а потом начали практиковать фейковые удары и падения. Ну а затем в ход пошли деревянные мечи. Сиси Смит очень смешной и добрый мужик. Я только после того, как приехал в отель, загуглил его и узнал, что он работал над боевыми сценами многих крутых фильмов, начиная от «Игры престолов» и заканчивая «Звездными войнами». Yeah, it's been a while. It's been a while since we've been fighting together. But, you know, it was Gladiator, wasn't it? I think it was. Yeah, it was. В общем, мужик и правда крутой. Это, кстати, была его идея сделать такую фотку. Ну и финалом нашей тренировки были показательные выступления.
Это был по-настоящему незабываемый опыт, потому что, во-первых, это было весело, чертовски весело, во-вторых, это было познавательно, в-третьих, получить уроки по борьбе, по сражениям от самого Сиси, это прям незабываемо, потому что именно этот человек ставил всю боевку фильма «Чудо-женщина» 1984, то есть полностью все сражения Криса Пайна, Галь Гадот, это все его рук дело. То есть он всеми трюками, все трюки координировал, он станд-координатор. То есть он делал все для этого фильма, все боевые единоборства. И обучил нас некоторым приемам из этого фильма. Это было реально круто. Вечером этого же дня мы поехали на личную встречу с Галь Гадот и Пэтти Дженкинс, режиссером «Чудо-женщины». Вот наступил еще один звездный час. Мы сейчас идем общаться с Гал Гадот и с Пэтти Дженкинс, режиссером «Чудо-женщины» 1984. Кстати, правильно, не Галь, а Гал. Нас даже предупредили, не называть ее Гель, Галь и все такое, называть ее Гал. Hey, nice to meet you. What's your name? My name is Tim, I'm from Russia. Очень хорошо. Awesome, thanks for being here, Tim. You know, it's funny, sometimes people have said, why didn't she do something in World War II? And I always say, how do you know she didn't? Yeah, it's super important for us that you guys are here. And we don't take it for granted because we do this movie for you, and getting the opportunity to see you face to face and to shake your hand and to talk a little bit means a lot to both of us. Thanks for putting your effort into being here for us too. All right, ready? 1, 2, 3. Great. Thank you so much. Спасибо. Ну а потом мы нашей группой поехали в клуб Токио на танцы, караоке и очень вкусные гороховые бургеры. С утра следующего дня мы снова поехали на Комик-кон, в этот раз в косплее Чудо-женщины. Нам предстояло поучаствовать, наверное, в самом фееричном показе трейлера в истории. Едем на Комик-кон во всеоружие. У меня даже браслет Чудо-женщины. Но вот я и на Комик-коне. Людей еще больше, в 4 раза, просто гигантские столпотворения. И я реально понимаю, что на таком масштабном событии я не был еще ни разу в жизни. Но не считая каких-то, может быть, там спортивных соревнований, либо концертов рок-звезд. Увидеть в одном месте такую толпу единомышленников, любителей всего того, к чему я питаю очень теплые чувства, это действительно очень приятно. И чувствую себя в своей тарелке, как говорится. Сейчас буду гулять. У меня есть 2 часа, чтобы насладиться этим зрелищем. 2 часа, чтобы... Здесь какие-то испанские звезды, я их не знаю, говорят, с сериала с какого-то, но я их не знаю, поэтому на меня это никакого впечатления не оказывает. Зато кричат очень бодро. Реально самый большой стенд. Я сейчас еще раз прохожу мимо него. Он просто гигантский. Посмотрите, сколько он занимает места, сколько вообще здесь световых панелей, неоновых ламп. High-five. Nice suit. Уставший какой-то Супермен. Вот теперь я дошел до конца. Заняло это все у меня 20 минут, и это очень много информации вообще для одного вот такого вот похода. Слишком много всего, прямо аж голова заболела. Очень круто, чертовски круто. Это определенно самый лучший, фестиваль, который я когда-либо посещал, посвященный кино. Ну и финалом нашей поездки стало фееричное световое шоу, посвященное выходу трейлера «Чудо-женщина 1984». Это было что-то нереальное. Нам раздали пакеты с плакатами, открытками и светящимися браслетами, по 2 браслета на человека. Браслеты были синхронизированы с происходящим на сцене, поэтому каждый из нас был участником этого невероятного светового шоу.
Сначала вышли ведущие, которые пригласили на сцену Пэтти Дженкинс, режиссера фильма. Она представила новые постеры, немного рассказала про съемки, и затем под эпичный саундтрек на сцене появилась толпа Диан. А затем погас свет, и появилась сама Чудо-женщина. Она была самой настоящей рок-звездой, зал просто взорвался аплодисментами. И это все сопровождалось световым шоу из наших браслетов. Энергия толпы чувствовалась каждой клеткой тела, отчего я не переставал покрываться мурашками. Гал рассказала про сложности съемочного процесса и представила первый трейлер, даже дважды. В нем, кстати, было около минуты дополнительных сцен. Вот это было зрелище, вы себе не представляете, я до сих пор не могу отойти. Пока я там сидел, у меня аж слезы наворачивались, потому что настолько это было эпично, настолько был эпичен выход Галь Гадот, как она вышла на сцену. Я был весь в мурашках от трейлера, от вот этой всей атмосферы, от людей, от этой энергии, которая просто через край аж переливалась. От этих конфетти, от света, ну вообще, это было прям... Я думаю, если вы смотрели трансляцию в Твиттере, то вы можете понять мои ощущения, понять мои эмоции, потому что они, мне кажется, даже через экран передавались. В общем, на этом наше видео заканчивается. Я очень рад, что побывал, очень рад, что Warner Bros. Меня пригласили. Я безумно счастлив был оказаться здесь. И надеюсь, мне удалось передать свои эмоции. Надеюсь, мне удалось передать этот вайб, настроение, этот эпик и все вот то, что окружало эти два фильма. Это были «Чудо-женщина» 1984 и «Хищные птицы». Поэтому ждите новых видосов. А на этом все. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось. Новое видео уже на подходе. Cut the crap. Мы режем киноленты.